Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал ряд громких заявлений, обозначив внешнеполитические приоритеты Баку и подтвердив переход к новому этапу в отношениях с Россией, Арменией и Западом. Одним из главных тем стал инцидент с самолетом «Азал», расследование которого, по утверждению Баку, затягивается российской стороной. Алиев подчеркнул, что за последние 7 месяцев Азербайджан не получил ни одного конкретного и понятного ответа от Москвы. По его словам, генеральный прокурор Азербайджана продолжает направлять официальные запросы в Следственный комитет России. Однако в ответ приходит лишь стандартная формулировка: «Следствие продолжается». При этом Алиев заявил, что, по его мнению, ситуация с инцидентом ясна как божий день, и что Азербайджан готов добиваться справедливости в международных судебных инстанциях. Президент напомнил, что расследование катастрофы малайзийского «Боинга» длилось более 10 лет, и подчеркнул, что Баку готов ждать столько, сколько потребуется, чтобы добиться ясности по вопросу самолета «Азал». Он также обратился к народу Украины, заявив: «Никогда не заключайте мир с оккупантами. Мы поступили так же. Не сдавайтесь». Это заявление вызвало активную реакцию в медиа, поскольку было воспринято как демонстрация политической солидарности с Киевом и как сигнал об изменении отношения Баку к Москве. На фоне резкого обострения отношений российские пропагандисты делают открыто воинственные заявления в адрес президента Алиева и Азербайджана в целом. Россия уже не ограничивается намеками, в ее риторике звучат прямые угрозы войны. В медиа Кремля открыто предлагают дать карты в руки МВД и Минобороны, утверждая, что только сила способна остановить Алиева. Очевидно, что Россия готова повторить свой имперский сценарий в Закавказье, как это происходило 100 и 220 лет назад. При этом Азербайджан рассматривается не как партнер, а как трофей. Параллельно сообщается, что Кремль может лишить доступа в администрации президента политолога Сергея Маркова, который, по информации инсайдеров, активно сотрудничал с Азербайджаном в период обострения отношений. Недавно Марков участвовал в медиафоруме в городе Шуши, где президент Алиев сделал ряд резких антироссийских и проукраинских заявлений. При этом Марков не комментировал происходящее и находился в контакте с украинским журналистом Гордоном, признанным в России как экстремист и иноагент, который тоже присутствовал на форуме и общался с Алиевым, сообщают анонимные источники из кремлевских структур. В продолжение выступления Ильхам Алиев вновь затронул тему транспортного маршрута через юг Армении, известного как Зангезурский коридор. Он подчеркнул, что Азербайджан не собирается делиться контролем над этим маршрутом ни с какими иностранными операторами, и что на территории Азербайджана не будет ни внешнего контроля, ни присутствия третьих сторон. При этом он отметил, что перемещение между регионами страны должно быть свободным и беспрепятственным. Говоря о безопасности своих граждан, Алиев отверг возможность прохождения через армянские пограничные посты, тем самым настаивая на одностороннем доступе, без взаимных гарантий и без механизма двустороннего контроля. Подобная позиция, как отмечают аналитики, де-факто исключает любую форму компромисса и подрывает усилия международных посредников, включая Соединенные Штаты, по установлению сбалансированного и взаимоуважительного подхода к разблокировке региональных коммуникаций. В этих заявлениях наблюдается усиление односторонней линии Баку и демонстрация силы в условиях, когда переговорный процесс с Арменией испытывает трудности. На фоне этих внешнеполитических заявлений в Азербайджане была проведена важная системная реформа. Президент страны подписал указ о переходе Азербайджана на международную систему координат ВГС-84, которую используют вооруженные силы стран НАТО. Теперь все геодезические, топографические, кадастровые и картографические работы в республике, включая военные задачи, будут вестись по стандартам НАТО. Таким образом, Алиев дал понять, что отказывается от российской системы координат, переходя на натовскую. Несмотря на кажущуюся техническую направленность, этот шаг имеет ярко выраженный политический подтекст. Он символизирует курс на совместимость с евроатлантической системой и может быть воспринят как сигнал о долгосрочном сближении Баку с Альянсом.
Политические эксперты подчеркивают, что ранее неоднократно высказывались предположения о том, что Азербайджан после окончательного завершения конфликта в Карабахе начнет движение в сторону НАТО. На это указывают сразу несколько факторов. Территориальный вопрос закрыт. Вооруженные силы Азербайджана тесно интегрированы с турецкой армией, входящей в НАТО. А теперь происходит переход на картографическую и навигационную систему, соответствующую стандартам Альянса. Азербайджан, находясь на пересечении Каспийского региона, Кавказа, Центральной Азии и границы с Ираном, обладает стратегическим положением, которое не остается незамеченным в штаб-квартирах НАТО. На этом фоне заявление Ильхама Алиева, сделанное в центре контролируемого Азербайджаном города Шуши, вызвало широкий резонанс. По его словам, никаких иностранных операторов на маршрутах не будет. Азербайджанские граждане не должны пересекаться с армянскими пограничниками, а Арцах существует только в воображении армян, поскольку, как выразился Алиев, Армения прекратила сопротивление после событий сентября 2023 года. Он также добавил, что в январе 2024 года начались реальные переговоры с Ереваном, когда армянская сторона согласилась исключить упоминание Нагорного Карабаха из текста мирного соглашения. Согласно заявлениям президента Азербайджана, первоначально Армения отказывалась подписывать договор, настаивая на включении в него пункта о статусе Карабаха. Однако после того, как Азербайджан установил контроль над этой территорией, тема перестала быть предметом обсуждения. По словам Алиева, Ереван изменил позицию лишь после выборов в США и победы Дональда Трампа. Именно тогда, утверждает он, армянская сторона согласилась внести в проект мирного договора два новых положения – роспуск Минской группы ОБСЕ и изменение Конституции Армении. Тем временем Дональд Трамп, выступая с отчетом о внешнеполитических достижениях своей команды, заявил, что США совершили чудо, содействуя мирному процессу между Арменией и Азербайджаном, и добавил, что подписание мирного соглашения либо уже достигнуто, либо находится на финальной стадии. Однако внутри Армении такие заявления вызывают неоднозначную реакцию. Многие комментаторы считают, что речь идет не о мирном договоре в полном смысле слова, а о серии односторонних уступок, которые преподносятся как дипломатический успех. Критики действующего руководства Армении утверждают, что в стране отсутствует четкая внешнеполитическая повестка, а ключевые решения принимаются под влиянием внешних игроков. По их мнению, армянская сторона в переговорах не ставит вопрос о зеркальном доступе в Россию через территорию Азербайджана, в то время как Баку настаивает на беспрепятственном коридоре через Сюник. Это вызывает обеспокоенность среди части населения, которая считает, что в диалоге отсутствует принцип взаимности, а Ереван занимает пассивную позицию. В экспертной среде звучат оценки, согласно которым Ильхам Алиев добивается своего не столько за счет военной или политической мощи, сколько благодаря отсутствию сопротивления со стороны армянской власти. Некоторые аналитики считают, что армянское руководство склонно к компромиссам, не сопровождаемым соответствующими гарантиями и требованиями. Подобная позиция, по мнению этих наблюдателей, может привести не к устойчивому миру, а к утрате субъектности и стратегических позиций в регионе. Армения в одностороннем порядке постоянно идет на уступки, оправдывая это наступлением некой эпохи мира, которая не может быть достигнута односторонне. С учетом продолжающихся геополитических изменений, многие задаются вопросом: какие реальные интересы отстаиваются в переговорном процессе, и где голос самой Армении? Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости мира и нашего региона.